Пройдемся по ключевому важному к этому часу в России. Ну а когда страна такая, как Россия, большая, то, наверное, отчасти и на весь мир это влияет. Итак, что сегодня произошло? Рунет под изоляцией, обязательный мессенджер Макс, атаки дронов и потери, 2 БПЛА в Уфе, массовая молитва в Москве, покупка 1000 сим-карт. Такие события, такие новости. Не забудьте подписаться на канал, если забыли. Поставьте колокольчик, чтобы не пропускать видео и нам с вами быть на одной волне. Поддержать канал можно по ссылочке в описании, а я перехожу уже к самим событиям, что известно, что нам сообщают. С 1 марта 2026 года в России вступили в силу новые правила управления. Естественно, Рунетом. Роскомнадзор, Минцифры и ФСБ получили право в случае серьезной угрозы безопасности вручную изолировать российский сегмент от глобального интернета или ограничивать доступ по регионам. Неплохо было бы уточнить, о безопасности кому. Даже уровень секретности измеряется в зависимости от того, кому опасность. Ну вот Анна Самартова зашла как-то на территорию ФСБ, ведомственного санатория, и пропала. На какую безопасность она наступила? Просто бывает безопасность для самого ведомства, бывает для всей страны, бывает для какого-то отдела или направления. Но в общем, если они решат, что небезопасно, то значит кирдык. Меры оформлены постановлением правительства номер 1667 и будут действовать до 1 марта 1932 года. При этом власти, хорошо себе намерили, заявляют, что полная постоянная изоляция не рассматривается но технически возможен временный разрыв внешних соединений. В сети это уже окрестили словом «чебурнет». Пользователи обсуждают риски внезапных отключений и усиления цензуры. Мессенджер Макс от ВК официально позиционирует как крупную платформу с десятками миллионов пользователей и интеграцией с госструктурами, школами и ведомствами, где чаты уже становятся де-факто обязательными для общения. На фоне давления на другие сервисы аудитория Макс растет, но вместе с этим там активно распространяется вредонос Мамонт Троян для Android. Какой-то уже родил свой какой-то вредоносный. Макс способен создавать какие-то новые названия, которые через фишинговые ссылки в чатах получают доступ к СМС, платежным данным и банковским приложениям. Поздравляю вас, друзья. После чего мошенники могут выводить деньги и красть личные данные. Вот всех загоняют. Вот это же совершенно невероятный масштаб опасности, и с такой легкостью это делается. Я помню, когда был достаточно сильный резонанс по поводу необходимости всем в госуслуги, то есть все через госуслуги делается, и пошел мощный резонанс, начали утекать данные. Я чуть-чуть со своей стороны поковырял, много лет назад было, и нашел там Ильмана Мехтиева, такое одухотворенное лицо, найдите в интернете, я здесь не буду выкладывать, дабы сберечь ваши нервные клетки. В общем, туловище одухотворенное. И это туловище, оказывается, пролоббировало закон, он возглавлял НАПКО, это, в общем, отдел, объединение коллекторских агентств, эти, которые зажигали квартиры, нападали, делали такое с матерями на глазах детей, что я не могу это произнести, как вы понимаете, и наоборот, тут это просто, это адские какие-то ребята, типа долги они так вышибали, офис. Вот, и он добился, чтобы третьим лицам, в случае, если вы кому-то что-то должны, через госуслуги эта информация уходит, и даже тогда, кстати, многие замечали, и это распространялось право, вы если в банк приходите, и вот просто хотите взять кредит, поинтересовались кредитом, дали какие-то свои данные, они могут их передавать уже куда-то идут, то есть этот закон так достаточно широко работал, я сейчас по памяти, может быть, в каких-то нюансах что-то путаю, то есть это производило впечатление, самое главное, что пошла волна огромного количества, возникали колл-центры. Колл-центры возникают обычно такие мошеннические в странах, где люди очень низкий у них уровень дохода. Они в России почему-то возникали. И там представлялись силовиками, то есть сотрудниками полиции, там, ФСБ, все как обычно, короче говоря. Только все это почему-то мошенники были тогда в России, а сейчас они почему-то все переехали в Украину, если верить официальным иногда новостям, очень странно. Возможно, эти новости работают для тех, у кого память, как у рыбы, а я просто помню все эти случаи. Я помню, как со стороны, тогда на ФСИН еще тень упала, начали из зон звонить тоже мошеннические действия, там звонят по телефону, а потом им сказали, ребята, найти же несложно, если звонят, локацию можно было выделить, но трудно, там какой-то телефон, потом это закрытая территория. И перестали звонить, когда вдруг поняли, что, кажется, они
Если ты даже скидываешь всю вину вот на заключенных, которые у тебя сидят, то ты сможешь найти того, кто звонил, ну, просто обысками там и так далее. Ну, то есть думали, что достаточно просто сказать, что там зэки звонят. Ну, это просто такие шумные дела, но они очень полезны для понимания. Так вот, когда Ильман Мехтиев пробил вот это... возможность распространять третьим лицам информацию о вас лично, о вас, о ваших детях, родных и близких, то появились в школ-центре, огромное количество этой информации сливалось, с ним и не связано, официально его не расследовали, так что я не обвиняю его ни в чем, просто совпало. И огромное количество было звонков, целые колл-центры, как было сказано, и там полиция с ног сбивалась все это расследовать. А Ильман Мехтиев, кстати, со своей стороны высказывался, что вот будьте осторожны, он говорил. Никто сейчас часто не говорит по поводу мошенников, будьте осторожны. Вот что-то тоже может быть совпадение. Вот этот почерк иногда, знаете, чертовски бывает похож одних на других. События вроде... Да и события похожи. Ладно, едем дальше. Еще раз. Вот такой случай, когда сливались с госуслуг. Я даже делал ролик, мне люди писали, а что делать? Ничего не можешь сделать без этих госуслуг. Так сделано, что это масса всего оформляется, и ты просто обязан там как-то залепить туда свои данные. Ну вот теперь я к чему? К тому, что Макс это не первая находка, потому что я вижу, что многие возмущаются, но просто будьте спокойны, как говорится. Все это то же самое, просто одни и те же руки, кривые они, или жадные, алчные, бандитские, преступные, мехтиевские, там еще какие. Они, их по почерку узнать можно. И, конечно же, это место опасности. Даже себе, мне нафиг не сдался этот Макс, но я знаю, что там будет опасно. Потому что, примеров море. Едем дальше. Эксперты отмечают, что при этом переписка в Макс потенциально контролируется государством. Что создает... А потом это же государство говорит, если что, мошенники из Украины. Все сами контролируют, как-то вот, просто первая мысль, что если мошенники, может быть, оборотень в погонах, нет? Нет. Что создает дополнительные риски для приватности пользователей. На фоне продолжающегося конфликта сообщения о потерях на фронте и ударах по объектам в Украине и России остаются в топе повестки тем временем. Отмечается использование дронов по линиям снабжения и эвакуации. Такие вот факты очень люди обсуждают сейчас в сети, но официальные цифры сторон расходятся. В дискуссии о масштабах потерь и отношении общества вызывают острые споры в соцсетях. Конкретные данные стороны конфликта публикуют выборочно, что затрудняет независимую оценку ситуации. Тем временем в Уфе, этому есть подтверждение видео, утром 21 марта 2 беспилотника были сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов, после чего обломки попали... строящийся 27-этажный дом в микрорайоне Затон. Произошел взрыв и загорелся утеплитель на верхних этажах. Пожарные МЧС быстро ликвидировали огонь. 2 строителя получили легкие травмы, госпитализация им не потребовалась. Разрушения затронули фасад и остекление. Дом еще не введен в эксплуатацию. В регионе временно закрыт аэропорт Уфы. Объявили беспилотную опасность. А власти рекомендовали жителям не подходить к окнам и не выходить без необходимости. Я уже давно говорил, граждане, вы уж сидите дома и никуда не выходите. Как с пандемией это началось. При этом, кстати говоря, если в пандемию понимаете, самое интересное, во время пандемии, соболезнования тем, кто потерял, да, то есть, страшное это заболевание, но людям сказали, самоизолируйтесь, деньги, есть стабилизационный фонд, это не вашего дела, это, значит, что он там и куда. Вот. Выживайте как-то. Тогда достаточно резонансно это было. И очень многие стали блогерами. Какие-то бабушки стали стримерами, еще что-то. Они рассказывают про рецепты. Черт побери, засмотришься. У нас столько талантливых людей. А сейчас взяли и все это начинают запрещать. YouTube запрещают людям никак не подзаработать. Удаленка только что не под страхом смерти запрещена. Пусть не прямыми словами, но по сути так и есть. И при этом, по идее, все, что происходит, даже если абстрагироваться от политической, то это хорошо, правильно, неправильно, надо сидеть дома. Так еще, чтобы этом дома, сидя, что-то заработать, все это запрещено. То есть надо грызть штукатурку. В ней есть какие-то полезные вещества. Вроде, кстати говоря, надо будет сделать ролик. Может быть, новость будет от ФСБ о том, что штукатурка полезна для пищеварения. По данным Минобороны и мэра Москвы, силы ПВО за короткий промежуток времени перехватили. Слушайте, я помню, был Лужков. Черт побери, как его только не ругали. Я сейчас его вспоминаю как мирное, тихое, спокойное время. Господи, боже мой. А уж жена его, просто исчадие ада. Так, говорилось.
А сейчас думаешь, господи, верните жену Лужкова. Времени перехватили почти 300 беспилотников, кстати, больше, чем обычно, отмечу со своей стороны, то есть это довольно такая серьезная атака. 300 это потолок. Это потолок. Вот за последнее время, когда я каждый день практически отслеживаю новости, 300 было только один раз. Такой массовый налет. Довольно любопытно, есть смысл отследить, в связи с чем беспилотников над рядом российских регионов, Брянской и Белгородской областей, до Татарстана и Подмосковья. По Москве, в общем, летят. Отдельно сообщалось об уничтожении 19 дронов, летевших в направлении Москвы. О серьезных разрушениях в столице официально не заявлялось. Ну, если кто-то что-то знает, пишите. К празднику Ораза Байрам Владимир Путин обратился к мусульманам России, отметив вклад религиозных организаций в воспитание молодежи, укрепление семьи и участие верующих в боевых действиях против славянских националистических, как они называются, формирований, таких как Азов. Президент отдельно поблагодарил мусульман, которые по формулировке обращения плечом к плечу выполняют задачи за свободу и независимость Родины. В Москве тысячи верующих утром собрались у соборной мечети на праздничную молитву, опять все поперекрывали, по случаю Ураза Байрама. Ну, кстати говоря, мне пишут, что вроде как нельзя так вот бесчеловечно обходиться с людьми, это большой праздник, если ты поздравляешь, то хотя бы не режь скотину в Сибири столь массово, оставляя людей просто голодными, холодными зимой. Это в принципе, там обращение же, да, оно как бы акцентируется именно вот к российским мусульманам. Наверное, это какие-то другие. Наверное, ты только что, у тебя просто, образно говоря, у тебя по рукам кровь течет, так ты говоришь, вот с праздником вас. Странно. Еще раз, в этот праздник нельзя. Разные бывают ситуации, но в этот праздник вот такая масса, надо было просто самому поехать, не знаю, как-то остановить. Там явно идет уничтожение фермерских хозяйств, то есть полноценных, в Сибири. То есть сибиряков просто уничтожают, и за спиной там плач детей над любимыми буренками, там просто заходили и массово все уничтожали, без проверок, без доказательств, что животные больные, не больные. Просто сказали, они больные, и всех убили. А производство там под эгидой некоторых товарищей, значит, там не больные все. Вот такая история. Я к чему? К тому, что как-то очень не двойная ли мораль здесь присутствует. Интересно было бы, если бы верующие, кстати говоря, написали, вам нужно такое поздравление? И мне хочется понять, то есть в чем разница, почему вот Путин как-то целенаправленно обратился именно к российским, что вот у них как-то, значит, особенно отмечается такое вот и человеколюбие, такие вот прекрасные, красивые слова. Но, то есть, у других, которые не российские, у них это незаметно, что ли? В общем, это тут меня немножко, я не совсем понял. Если верующие поняли, может быть, это на вашем языке, как говорилось, там, верующие, я имею в виду мусульмане, да, пишите, поправьте, то как-то меня, я просто в каком-то таком логическом тупике оказался. Верующие таким образом отметили завершение месяца Рамадан, мероприятие сопровождалось усиленными мерами безопасности. Всю скотину в Сибири вырезали. Кадры с площади вокруг мечети разошлись в медиа и соцсетях. Сотрудники ФСБ, так каждый год это происходит, уже 30 лет. Сотрудники ФСБ задержали жителя Саранска, который по версии тем временем, по заданию, вот опять, украинской стороны приобрел более 1000 сим-карт и 10 виртуальных станций. Эти средства, как утверждают силовики, использовали для дистанционной подрывной деятельности и схем мошенничества на территории России. Против мошенничества, уже много раз объяснял еще раз, оно не на территории России, может быть, я не знаю, тогда и говорите про Россию. Но, как правило, мошенники не любят находиться на территории, где опасно, где какие-то усиления идут. Они находятся где-нибудь в Дубае, там, еще на каких-нибудь курортных каких-нибудь местах, районах, регионах, странах. На кой черт там сидеть в России или в Украине? Украине что, совсем безопасно, что ли? Там, ФСБ не в курсе? Передайте ФСБ. Зачем мошеннику, который все это онлайн делает? Он нанимает исполнителей, он делает офисы, платит копейки людям, которые на грани выживания. И Индонезия тем и славится, что там люди на грани выживания, и, в принципе, вот эти до скам-центров доходят. Почему? Потому что, там, и сами бандитами становятся, и вовлекают, потому что жрать нечего, потому что у тебя родителям ни таблеток, ни еды. Вот, такое случается. Но еще раз, сами организаторы их сложно ловить, ООН к этому призывает, то есть это организованные преступные группы, и где там сидит главарь или основатель, создатель той или иной очередной схемы, тут надо разбираться. И все сидят они в Украине. Как страна. В Украине не так давно разгромили в Киеве офис вот этот мошеннический.
То есть как тогда это все в логику ложится? Вообще, если бы к ФСБ обращаться, вы знаете, у меня к ним одно только обращение, где Анна Самартова. Честно говоря, на этом обращении я и закончу. Какие есть обращения у вас, тоже пишите. Ну, если есть какие-то вопросы. А то нам все время дают ответы, а мы все время задаем вопросы. Мне что такое впечатление, что наши вопросы как-то не совсем сходятся с ответами, или нет? У вас какое впечатление? Пишите, не стесняйтесь, ваше мнение. У меня призыв один: берегите себя, сохранить свою страну, свой мир, свое наследие, культуру может только одним способом. Сохранить генофонд может, спасая самого себя. Не надо никаких добрых намерений, ими выслана дорога в ад. Поэтому желаю вам строить дорогу в рай, а для этого надо в первую очередь и любить, и спасать себя, и ответственность, рефлексии тоже к себе, вопросы первые задавать не лишним. Мое мнение такое, какое ваше, пишите, не стесняйтесь, берегите себя и увидимся в следующих новостях.